И мы вот, да, уже, в принципе, почти готовы ранить игру. Alright, hello everyone, I'm Distro, and I will get right into the first cutscene of the game. Я уже вижу, что будет небольшая проблемка, потому что все на немецком. И 3, 2, 1, поехали. Чат, чуть синхронизация. 4, Okay, 5, so hello, as I said, I'm 6, Distro. This 7. is Tom Clancy's Splinter Cell, any percent V1. Any percent means that we play the category where we have to play the game as quickly as possible without any restrictions. Так, сейчас рано рассказывать о том, что... We can't use any cheat codes, but that's, I think, self-explanatory. And V1 is the first version of the game, which is the Xbox, PC, and PS3 versions of the game. V2 is PS2 and GameCube. There are some level differences, and they're big enough to justify the different categories. Грубо говоря, в чем суть вот этого спидрана? Очевидно то, что, во-первых, мы играем на самой первой версии, которая вышла вообще. То есть это вот версия, скажем так, первого дня, которая вышла на там ваши Xbox, PlayStation, пеки. И она получается, ну, самая незапатченная, забагованная и немножко пропустила. Но суть такова, вот категория any%. То есть пройти любым способом как можно быстрее. И единственное ограничение — это то, что нам нельзя использовать читы. Пока у нас непропускаемая катсцена. Так, 18, 19, 20 секунд. Как? Все. In training are a bit different for some reason because Sam freezes and I can't quick save anymore. So what I'm going to do is I'm going to spam quick save and then I have to spam quick save with a very specific timing. And it's likely to fail really quickly. And the first one is coming up now. So you will see it просто нужно затормаживать мне. Once I get up on that ledge. They got it nice. So there is a bunch of those in training. The other ones are way easier to skip. What you just saw now is double jump. Ну, плеер Твича нельзя подстроить, поэтому это я буду подтормаживать. Как вы видите, мы совершенно так спокойненько прыгаем по геометрии уровня, очень тоненько. Прыгаем от стен на лестницы, потому что мы можем. Сейчас вот немножко сейфово сыграл раннер, спрыгнув с... Ну, не спрыгивая с лестницы, на самом деле в этом сегменте спрыгивать с лестницы быстрее, но мы просто спустились, потому что уровня здоровья у нас недостаточно. Выкрутился из неловкой ситуации. So we're going to be lockpicking a door here. Now the interesting thing about lockpicking is that it's always the same lockpick sequence. Так, сейчас вот мы в этом моменте взломали дверь. И взлом двери постоянен. То есть тут нету никаких рандомных элементов. Соответственно, дистро прекрасно знает, сколько нужно раз тыкнуть куда-то, чтобы взломать замочек. Ну и как абсолютно традиция всех спидранов на любом марафоне, раны по бумажке. Ну, хотя бы мы не видим Resident Evil 7. Что? Вот. Of a light. So basically in this game, when you're in the dark, enemies don't see you. So shooting lights is gonna be pretty useful throughout the run. As you can see, да, сейчас что-то с мышкой было, но в принципе суть игры в том, что если мы находимся в темноте, я знаю, что буду говорить суть игры очень много раз, поэтому можете глотать чай, например, каждый раз, когда я говорю это словосочетание. В темноте
враги не видят. Все. Это, наверное, это все, что нужно знать. Because that makes sense, but this is an intended mechanic. It's actually, the game works like that. But we'll be using that to our advantage because some spots in the map, even though they're not technically dark, да, сейчас говорят о геометрии уровней. То есть, да, вот вы, конечно, видите механику игры, что там спрятать тела, которые, ну, либо вырубленные, либо в нехорошем смысле вырубленные, ну, навсегда вырубленные в темноте. Но, ну, это как вот игра должна работать. Но некоторые места на уровнях, они почему-то считаются, ну, как раз вот там темно. Но визуально там не темно далеко. И это будет абьюзиться в самом ране. Также вы увидели вот крауч, кажется, крауч глич, крауч абьюз. Грубо говоря, мы пригибаемся, поднимаемся очень быстро, и вот такая штука позволяет нам очень быстро двигаться вперед. You have a chance to win an ESA-themed Nintendo Switch Pro controller made by Spicy Frog. This controller is really cool, and it only takes a $30 minimum donation right now to be able to win it. Okay, so this is Police Station. This is the first actual story-relevant mission of the game. Да, кстати говоря, Раннер пропустил все, ну, смог сделать все скипы диалогов в тренировке. И у нас сейчас первый действительно сюжетный уровень, полицейский участок. I'm going to do a skip in this burning building, which Lollipop is going to explain. So in this building that's on fire, we are supposed to be looking for someone and talk to them. But instead of going through the building, we're gonna do a skip here. Да, сейчас мы должны сделать скип. Very dangerous, don't try it, but... С первого раза получилось. Грубо говоря, в этом здании нам нужно найти кого-то, с кем нужно поговорить. И вместо этого мы просто прыгаем через огонь, потому что так быстрее. And now for the remainder of this level, though, Distro is going to have to quick save a lot to make sure he doesn't die, because one hit will kill him. Это достаточно рискованный трюк на самом деле был. Поэтому сейчас Дистро нужно сохраняться постоянно, просто из-за того, что, ну, один удар, и он упадет и не встанет. An elevator shaft, which you have to climb down normally, but we use a small glitch here. We will crouch and bump into this wall, which negates the fall damage. Опять же, сейчас Дистро пригнулся, потом прыгнул в противоположную стену и каким-то образом, еще раз нажимая на кнопку «Пригнуться», мы абсолютно в ноль загнали урон. Now over here, we have to go past this gate, but it's closed. Instead of panicking, we roll into this secret hidden room and hack the computer, which opens the gate. And we will also pick up the medkit to heal ourselves because. Так, сейчас мы расстраиваемся из-за того, что были закрыты ворота, но оказывается есть совершенно секретная комната, которую мы влетаем перекатами, хакаем компьютер и вылетаем спокойно себе
попутно забирая аптечку. Аптечка нужна для того, чтобы, ну, вы сами вот сейчас видели, что враг все-таки заметил дистро, и нужно было с ним разбираться. But it's still the same level. It's a very long one, I know. But at least it has a lot of sections. But we roll behind this guard, make some noise. He turns around. Да, еще перекаты. Как я правильно услышал, что перекаты, они создают шум. То есть вот, да, до этого мы перекатились, чтобы этот охранник развернулся, посмотрел нам в лицо, и мы такие ему в лицо пистолетиком. This is where I will have to go at the end of the level, but first I casually roll up the stairs. I have to fulfill a mission objective here, which is hacking a computer. And the door that they talked about sometimes is open, Так, сейчас sometimes it isn't. It's a bit of randomness. Halfway across the room we start running. Суть этого уровня нам нужно хакнуть компьютер в том здании. И мы это сделали. Да. Careful here. All right. Okay, that's not what I wanted to do. So this is defense ministry. Сейчас на этом уровне Министерства обороны, да, Министерство обороны, мы делаем элитал тролль паркур. Нужно бежать в подвал, чтобы допросить кое-кого. С пристрастием допросить. Train of events. So we're going to be shooting a pillar in order to attract an enemy who is going to be running towards the alarm, and that will allow us to then, there we go, shooting right there. He's running towards the alarm. We can just grab him, be like, nope. Да, кстати говоря, вот сейчас мы вырубили врага, то есть привлекли его внимание, чтобы он добежал до вот этого определенного места. И вырубили его именно в том месте, когда он добежал до него. И это место считается темным местом. То есть там, по сути своей, посреди дороги и труп не заметят. Потому что почему бы и нет? What I just equipped was a one-way lockpick, which allows me to instantly open a door that would require manual lockpicking otherwise. This saves a bit of time because I don't have to enter the whole lockpick sequence. Сложноватый прыжок. Okay, that's a tricky jump. Let me try that again. Okay, I hit the driver very well. Otherwise, the alarm would have sounded here and the mission would have failed. So we know we're good to go. Now we storm in the kitchen, turn off the lights so the cooks don't see us. Вот there's a guard opening the door, which we headshot. Опять. Lollipop take over the commentary here again. Прыгнул кому-то на голову, пум, 2 раза. По сути своей, вы сами видите, огромная суть уровней — это нужно забежать в комнату, максимально вырубить свет, если в ней есть неписи, и спокойно себе пробегать дальше, потому что в темноте нас никто не видит. И вот, выстрелив несколько раз в потолок, мы как раз вот эту непись, то есть генералы, выманили, чтобы использовать его глаза. В прямом смысле этого слова. Okay, I'm equipping the laser mic here, and Lollipop is going to explain what I do with that. Yeah, so here we are going to be spying on these two people in the elevator. We're going to be listening to their dialogue, but actually, да, вот сейчас задача в том, чтобы подслушать диалог вот этих двоих в лифте, но можно его немножко скипнуть. Сохранениями загрузками. Now, in this level, sometimes doing that will fail the mission randomly, so it's kind of random, but hopefully that doesn't happen. We'll see there. So we're done.
So now we just Spider-Man our way up there, and we Да, should be fine. кстати, эта миссия, как вот говорит комментатор, очень любит, скажем так, проваливаться просто потому что. Okay, so here Distro is going to take cover on this wall, and that will allow him to pull out his pistol like that. Now, the reason why he does it is because when you open your inventory in this game, it actually pauses the game entirely. So instead of opening the inventory and losing a few frames to grabbing the pistol, you can just take cover on the wall. Да, сейчас And, yeah, we just saw why очень we need такая the pistol. тоненькая оптимизация показалась. I kind of feel То bad есть for мы him. прильнули к I don't стене, know. чтобы достать Sometimes in this пистолет game, из elevator инвентаря. speed doesn't come Почему quick, это so важно? marathon Потому run, что but, for каждый what's раз, best. когда ты открываешь инвентарь, игра Now, становится after this на elevator паузу. ride, I will have to Соответственно, open в a door укрытии and do игра that. на паузу не становится, And the idea если is that ты I want пытаешься him to see достать me as late оружие. as possible. Поэтому тоненькие But I will try to run оптимизации, towards him ребята. and shoot him down as fast as possible without him damaging me too much, and this is fine. Yeah, that was good. В этой секции And now we уровня, can кстати get говоря, the мы last можем section уже of the level. спокойно The активировать, first wave would ну, have failed, but now давать it's врагам fine. We can активировать, get the two of them. And we're going как to это crash называется, into the building now, and I will let тревоги. Lollipop take over again. Yeah, so very stealthily going into this window here, we are gonna Абсолютно kill this по enemy, hack стелсу his залетели computer. в этот кабинет Wow, bullets и were nice. взломали компьютер. So we're hacking his computer, skipping a Грохнули, bunch of dialogues. кстати, Now, usually there's enemies врага. rushing in here to stop you from hacking the computer, but for some reason, skipping the dialogue here actually prevents these enemies from spawning. Тоже сейчас So we only интересную have like штуку maybe комментатор one enemy who's рассказывает. hiding in a closet back there. Если That's already пропустить been spawned in диалог before this в section, so этой we'll see. We're gonna комнате, go look if ну, he's here, скипнуть, and if we need to get him, there we go. по That's сути the one guy своей who's stuck в этой now. So комнате we're also gonna be должны shooting this забежать camera, несколько this light, врагов, opening this чтобы, door ну, here. Because we остановить have to wait нас for Lambert to start от talking to us again in взлома. order to continue hacking, because technically right now we're supposed to be taking А care мы of enemies. такие, So doing all мы these диалог things, opening the скипнули, door and и everything, that's враги actually what we're немножко gonna be забыли, что escaping такое from, so opening the door early saves a bit of time. заспавниться. And there we go, Lambert just talked to us, we're able to hack the computer again and just leave. What you just saw me do is Да, skip two сейчас, very long dialogues. если что, And the Дистро reason for that is quite еще simple. пропустил To end the level, I have несколько to talk to a guy очень named долгих Max. диалогов And you can only с talk to сохранением NPCs when загрузкой. there's no dialogue running. So by skipping the two longest dialogues of that, well, whole sequence, the dialogue should line up so I can talk to the guy right away without having to wait or having to skip dialogue. Да, сейчас perfect. тоже вот в конце уровня Now, this is тайминг oil был, refinery. There's a lot of чтобы pouring going here, and поговорить if there are быстро any с donations, вот тем парнем, before. который был в автомобиле. Нужно, Certainly, yeah. ну, Thank вот you как so раз much to пропустить Iceplug диалог for your в $50 комнате с donation, компьютером. and they simply say, "Welcome to И the ESA." примерно все вот диалоги как раз вот заканчиваются, если пропускаешь Thanks, Iceplug. два очень долгих Thank you диалога. to username В Niels тот for your момент, когда ты $25 прям donation. вот They say, подбегаешь "Hey, к what is that one song? автомобильному Frame Perfect, maybe?" мужику. Да, если что, сейчас зачитывают еще донаты. Certainly, yeah. Thank you to Watcher for your $10 donation. They say, really like seeing Splinter Cell games appear on the marathon. Good luck and save the children. All right, as I mentioned before in the second level, when you're in a crawl space like that, if you walk forward, you crouch very slowly. I didn't explain that very well because there was no time to do that. But if you pull out the Да, gun, и diagonally, еще you're вот just маленькую faster. оптимизацию For this объясняет section, there's a lot Дистро. to explain, so I will hand over the commentary to Если Lollipop for a bit. Yeah, so this guy in the Ну, cutscene, he's holding a briefcase. когда We actually ты want на that briefcase карачках from him. This is the mission идешь, objective. We're gonna на have to steal цыпочках, it from him. карачках, Well, actually not from ты him, but from идешь another достаточно version медленно of в him. этой игре. So Ну, later in the КГ level, идет медленно. he's gonna disappear. His model's gonna be switched over to Если another достать entity, which оружие is, и well, the same идти guy, боком, but то just a different очевидно, NPC, really. ну, And that's the очевидно, briefcase we're все gonna have дело to steal from him. ускоряется. That will Где-то, actually ну, end the mission. So for now, we are говорят, just very примерно stealthily sneaking our way behind these много. enemies Да. and making our way, you know, following them to the end of the level where the briefcase guy is gonna spawn. So we're gonna knock out this guy because he's too slow, not following his crewmates correctly. Alright, over here we activate the cutscene. This is normal. This is the Splinter, so don't worry. Сейчас, если что, нужно двигаться за вот тем парнем с And as Lollipop said, we keep chasing these чемоданом, guys. который They где-то don't наверху see сейчас. me. And now, we're going to attempt a trick. We're going to try to go up here. We're not supposed to be up there yet, but we're doing it early anyway because of speedrun shenanigans. We will explain very soon.
First, I wait for this god to be far enough away so he doesn't spot me when I attempt this jump. А сейчас It's a very нужно tricky one, by the way, so it's дистро only аккуратно twice I played. запрыгнуть на лестницу вот It эту. works. Okay. Alright, over Не here, с I первого do some раза guy удалось, manipulation. но и сам трюк на самом I'm деле gonna skip сложноватый. this, specific section, which will make this god ideally run down the stairs. Немножко сделал манипуляцию врагом. He's Врагами. over, perfect. So now I go back down, and the god is still on the stairs, and he's actually glitched there. He's frozen for the rest of the level. And we will make use of that later. It's going to be evident why we do that very soon, don't worry. When I try to grab this guy without making any noise, so the technician doesn't hear me. And I take him far enough away so they don't hear me. Да, сейчас немножко оттащили другого охранника, чтобы не услышали, как мы его врубаем. And this distracts the two guards in front of the wall there, who are going to come and check for the water. And once the second Да, guard включили goes around the вентиль corner, воды, I can чтобы just отвлечь двух охранников, которые стояли у вот той дальней стены, стены. Да, и сейчас вот с сохранением загрузкой скипаем немножко диалогов. So that the technician starts moving earlier. And Lolly probably explained the whole briefcase thing. Now, the way it works is that once a technician enters this room that is covered by the glass here, this glass will break, a cutscene will start, and the technician will run away. But most importantly, when the technician enters, he's going to deload. And another NPC that looks exactly the same, with the same briefcase, seemingly will spawn in the corner back there. But yeah, as I said, the technician is going to run away. And if you remember, the god that we got to be frozen on the stairs is still there. And it happens that the stairs on the around the corner here where the technician is running. So this is why we did that in the first place. The technician is blocked by the other god. So instead of chasing him to the beginning of the level to the boat, you can just take him out here. Да, если что, сейчас как раз вот тот самый плот забагованного охранника на лестнице был сделан, которым мы манипулировали. Потому что вместо того, чтобы вот после всей вот тревоги, поднятой Фишером, бежать к самому концу уровня, началу точнее уровня, мы вот немножко заглючили того самого охранника и охранника-техника. Техника или охранника? Ну ладно. И цель с чемоданом не смогла добежать до начала уровня. Просто из-за того, что он не может открыть дверь. Никто не может открыть дверь. Техник такой стоит перед дверью и такой... Доверка. И мы быстренько расправляемся с парнем с чемоданом. Ай. Немножко застрял в тени дистро. Чуть-чуть так. Это было интересно. Это не спидран старта, если что. Anyway, I want to alert the guard to my left here, so the technician runs away. So I have free access to the door codes, he doesn't block me. In this room there are two guards, and I just turn off the lights so they don't see me. Да, сейчас, в принципе, очень быстро в каждой комнате отключаем свет, чтобы пробегать перед врагами. Делаем чуть-чуть паркура хардкорного, запрыгивая на... Это на сервер, кажется. You can see them right next to it. I'm only going to pick up the taser. And to explain the accessories quickly, the taser that I just picked up, if you hit someone with it, they will just get electrified and get knocked out. With the ring foil, they get stunned if you hit them once, and if you hit them twice, they get knocked out. Да, мы сейчас, кстати говоря, подобрали в комнате охранников, кажется, в тейзер.
Очевидно, I will do some что AI manipulation что by он bumping up делает? his ignition, Он вырубает врагов, which will make him run to the left instead of hitting the потому alarm. что почему бы и нет. And the thing about alarms is, I'm actually actively keeping track of how many I have. At 4, the mission will fail. I have 2 right now. To avoid an alarm, I will shoot this light. Да, so нужно the battery is hidden. еще дистро And следить I should за get the third количеством alarm when I run through a metal тревог, detector very которые soon. он активировал. То есть, Alright, that's number 3. если And if I get one more, активируется the mission will 4 fail. That's тревоги, important to keep in mind for the то end game. миссия I bump to the будет wall, so this абсолютно ignition here катастрофически hits, and it's провалена. distracted and doesn't see me. Поэтому Now there is a нужно camera очень here. аккуратно следить You can за enter the количеством code and и open the door, and it также doesn't see me, and I прятать don't know how тела. that exactly works, but it's a thing. There's one more god for this section. Its behavior is very random. And I'm having very good luck right now because he's leaving me alone. Yeah, usually Да, you'll вот chase тот him in the охранник, door. которого вы видели сейчас в Yes, he can окошечке, still runs. он на самом деле рандомный, то есть он может добежать, как Дистро говорит, за нами до конца I'm sure there's a света, lot of information for потому this что level, I'm он aware of that. очень, оказывается, But I'll любит try свою to explain работу. everything the best I can. For here, we just run across the wall so the gods don't see us. Now there's a guy here, his name is Mitchell Doherty. I'm going to AI manipulate him. Да, нам First I have to hack his computer because that's the mission objective. And to end the level, we have to carry this guy to a mini-van that is parked at the end. But because carrying him is very slow, we just Так, make him мы run away. мало того, что When he хакнули needs to компьютер, work. который нужно было взломать в той Going to самой the middle комнате, here, so the other а gods don't также see нужно me. вот было, I'm not allowed to kill anyone, by the way, because I'm working for the скажем NSA, так, and this is донести the вот CIA, it would be a bit awkward. Just sneak вот этого past them, самого they're парня, blind. которого мы сейчас Dorothy сопровождаем enters до the конца door, уровня. opens the door for Но us, так which is как very kind of нести him. его So это we return the favor and очень open the door медленная for him, штука, because we're nice like that. Now we shoot the wall here to do some AI manipulation, so the god in the corner runs away. And Dorothy stops here, но but так we're как gonna shoot это, his да, так как это behind медленно, twice мы to make him просто run его again, even пугаем, farther away, и which is very convenient. And this is as far as he в can конце go. концов мы все-таки его вырубили, но уже в конце уровня. Потому что оптимизация, потому что так And now we have быстрее. to carry him. Выстрелили So, немножко now it gets в very пятую spicy, точку, so stay tuned for this. You're потому not allowed to что, kill anyone in this level, с одной стороны, but это there is a эффективно, с catch другой that стороны, это shoots эффективно, с them, третьей стороны, это the game мемно. in general. During the next dialogue that is following now, I can kill Dorothy for some reason, and the mission doesn't fail. So I will make use of that. Так, That сейчас was a bad throw, let me try it again. он пытается I will определенным make use of образом that. скинуть. Hold on. Да. So instead of going through the building, I just throw Dorothy off the ledge here. He dies. Mission doesn't fail, makes sense. Да, right? кстати говоря, мы сейчас убили цель, но миссия не провалилась, The game is in glitch потому state now where I can что kill everyone. потому But что that is not my goal магия this season. I видеоигр. love to go fast, but if I have to, I might have to do it. Да, as a мы backup strat. просто But оптимизируем, what I want to do is for this god to notice me. как мы As I его said before, I'm тащим. one alarm away from Очень тоненько. failing the mission. I want the god to spot me right about now. And I get an alarm, which will fail the mission. And by failing the mission, I skip the dialogue. Да, So by failing the mission, он I получил, pass the кстати mission. говоря, сейчас Makes sense, right? четвертую тревогу, There's actually и very difficult and random tricks I'm happy хоть about that. он был It's nice to в show конце off the marathon. уровня, миссия провалилась. Но миссия была выполнена, но Funny миссия enough, it's very провалилась. action-packed, Что there's a lot of такое? fighting. Интересно. I ringfoil this god by shooting him twice, he gets knocked out. His friends are distracted, they don't see me. I just run past. Oh, Не I meant to доломал actually немножко destroy this. стекло. I will let Lollipop handle some commentary here. Yeah, so Distro is going to be shooting a lot throughout this level, and after shooting 30 rounds in this game, you're going to have to reload. So he's counting every bullet, trying to use as less bullets as he can throughout the level so that he doesn't have to reload, because reloading is slow. We don't want to do that. So this guy in the cutscene, he's really nice. He's planting a mine for us,
in order for us to shoot and then kill him. Да, So очень тоненькая оптимизация. Враг поставил нам мину, чтобы мы ее подорвали, как удобно. По сути своей, на вот этом уровне дистро нужно смотреть, сколько раз он выстреливает из этого автомата, тейзера, что это вообще такое, я не понимаю. Потому что перезарядка в этой игре это очень медленно, а мы не хотим, чтобы игра была медленной, мы хотим, чтобы игра была быстрой. One of them survived in this case, I think. Yeah. Where is he? Okay, this is a bit awkward. He's talking. There he is. Did they both survive? No. Okay. Так, немножко не повезло. Один охранник все-таки выжил, потому что не подорвался на мине. Да, на этом уровне можно перекатывать Сэма Фишера через огонь, как Марблсы, просто для того, чтобы не получать урон. Быстро проезжать, но проезжать. О нет, достаточно ли Сэму Фишеру времени, чтобы обезвредить эту бомбу? Дистро говорит: о нет, я боюсь, подержу мою руку комментатору. So, going into the basement here, these guys from the cutscene, once the cutscene is over, they're scripted to start sprinting out of the basement to the stairs where we're at. But by making noise, we can actually put them back into their, looking for you state, which is them walking and sneaking around. And by doing that, they are staying near that очень conveniently, we can just shoot. And, yeah. Не нужно перестать. Слово очень. Хорошая оптимизация. То, что в той катсцене враги, по сути своей, заскриптованы после вот окончания катсцены бежать сразу на лестницу в подвал. Так как мы немножко подняли шум, суеты наверху, они остались на месте, то есть перешли в режим поиска игрока. Так, Дистро осталось, у него 5 патронов в обойме, а нужно еще 3 хедшота навесить по уровню. Поэтому давайте поставим пальчики крестиком, чтобы он не пропал, не промазал. I have to kill this god. And there we go, ammo worked out perfectly. I skipped dialogue, skipped, I can talk to this guy. Спокойно можем поговорить с вот этим братом мужиков, взять у него ключ шифрования, который, кстати говоря, был целью этого уровня. Да, и вы вот видели, сколько занимает перезарядка, она медленная. Over here there are a few gods, but I just decided to go through up here. Let me try that jump again, because that was very sloppy. There we go. Повторил Дистро прыжок, в этот раз на самом деле очень чисто. We did some AI manipulation by shooting the wall. Makes these gods turn around and I can run past them without them hitting me too much. Over here, I skipped 3 gods. Пропустил только что около 3 врагов. By just jumping on that wall. And I'm going to make use of the fully automatic mode of my gun right now to quickly take out these 3 gods. And the behavior is very random. Skip the tasers, so I can take care of these 3 gods here. Everybody do the flop. Well, сейчас спокойно так разобрался с врагами.
с помощью тейзера, на самом деле, вот этот самый шарик, который он кидал, это, оказывается, считается тейзером. And the other two shouldn't see me if I'm fast enough and run past them. And I will hand over the commentary to Lollipop again. Yeah, so for this cutscene, we are gonna be stunning our good friend here. And now he's not able to do his animations during the cutscene. Да, сейчас мы вырубили вот непись, которая, по сути говоря, должна была какие-то анимации воспроизводить во время этой катсцены. Но, знаете, зачем? Не нужно. Просто побыстрее пройдем уровень. И сейчас, кажется, зачитывают донаты, но по сути своей этот уровень — это хардкор-паркур-фест, мы просто прыгаем, мы просто перекатываемся, бегаем. Beating Uncle Iroh by only $3. So again, we have another 5 hours or so until that game begins, and there's only a $3 difference between the two. So I would love to see some stronger competition there and see someone take the lead. Снова же мелкая оптимизация. Мы достали пушку, прицелились и вошли в... So shooting the water here with the shock accessory from our gun and then shooting this enemy. So by shooting the water, we're actually able to stun or shock two of the enemies. Because for some reason, if you shock the water, everything in the water gets shocked as well, which is pretty impressive, I think, for an old game like this to have such a feature. I think снова же оптимизация. Если выстрелить в воду, в которой стоят враги, патроном, который как раз вот вырубает тейзером, то есть... Соответственно, все вот враги, которые были в каком-то радиусе, они отрубаются. Очевидно, потому что это тейзер. Сейчас мы скипнули, вот прыгая по подоконникам и неподоконникам, сегмент с крышей на уровне, потому что это быстро. И спокойно себе запрыгнули на... Пардон. Запрыгнули на колючую проволоку, потому что Сэм Фишер это... Он ест колючую проволоку на завтрак. Видимо, радуется человек, то, что он прыгает ногами на свой завтрак. Вау, окей, это неправильно на самом деле. Расправляемся с собачкой. Очень... минус собачка. So just like earlier, we're gonna be listening to this dialogue here from these guys, and we only have to listen to about 80% И мы of the сейчас dialogue here. подслушиваем There's gonna be a specific line of dialogue in German врагов that Distro knows about. снова. That's gonna tell him that he's just hit 80%, and then he's just gonna be able to move on with the level. So coming up after this dialogue, we're gonna be doing После этого уровня мы будем делать скип беседки. Газибу скип. Это достаточно интересный скип с помощью out of bounds, то есть мы будем выходить вообще за пределы уровня. Он достаточно тоненький, поэтому на эту маленькую лампу нужно запрыгнуть и взлететь вот как раз на вот эту самую стену. Да, все. С первого раза у него получилось. И сейчас мы за уровнем.
Немножко не удалось. Oh, actually, okay, now. И сейчас мы будем подслушивать. And the reason why we went all the way here is because this is actually where the level ends, and we're right. Так, мы будем послушивать диалог в лимузине, а также мы сейчас находимся на крыше автомобиля, рядом с которым спавнится непись, которая триггерит конец уровня. Соответственно, нам сейчас нужно было быстренько послушать два диалога и добежать до конца уровня. And as I mentioned before, I can only talk to NPCs when there's a dialogue going on. So I will just skip the longest dialogue, which allows me to talk to her as she spawns, and that was Chinese Embassy 1. Now we're in Abattoir, which is a very tricky level, but I will just sneak past these guards that you just saw. Do a small trick jump to get up here. Now this is a minefield with some spotlights, and I will take a very Так, если что, мы сейчас бегаем на минном поле, и нам нужно пойти по определенному пути, чтобы не подорваться. Yes, so in this section, if you make too much noise, enemies are gonna come rushing in and you won't be able to hit the button. But Distro is taking a very specific route, and he's actually able to sprint through the Да, вот в этой части уровня враги могут очень нехорошо затриггериться. То есть, если сделать слишком много шума, то они прям толпами будут добегать до вот позиции Фишера. Поэтому нужно было бежать по определенному, опять же, пути, по которому пробежал Дистро. Делать те же движения, чтобы минимум звука получилось. И там, если бы слишком много шума, мало того, что враги бы набежали, но и невозможно было нажать кнопочку. But this is to lure this guy to the door. And he's fascinated by the door. Okay, I will actually revert on that. Normally he's a bit slower, but now I have to take him out because he was a bit faster than usual. Normally you can just run past him because he's just busy opening the door, but in this case I had to shoot him. I will let Lollipop handle this section. Так, мало того, что Дистро сейчас перезарядился, враг, вот, который открывал дверь до этого момента, обычно он открывал дверь медленнее, поэтому у Дистро хватало времени открыть дверь и прицелиться, и, соответственно, выстрелить первым. Да, если что, сейчас весь уровень, он в тумане. То есть мы сейчас бегаем в холодильнике, по сути своей. И чтобы что-то хотя бы видеть, мы напяливаем на себя очки. Тепловизор. Вот, вспомнил. Сейчас Дистро нужно бежать по, опять же, снова же, я повторю ту самую фразу, определенному пути, чтобы минимизировать дамаг от турелей, которые стреляют в него, и, соответственно, не натыкаясь на кучи охранников. Around the corner here, like back there, but I'm faster than him, so he doesn't shoot me. Now we get to the second section of Abattoir. I equipped the sticky cams, which I talked about before. The thing about sticky cams is there's no bullet through it, so I can just shoot lights. And when I shoot the lights, the turrets get distracted and they shoot the place where I shot the light. Да, сейчас мы переключились на супер-пупер пульки, которые мало того, что могут прострелить, ну, отстрелить лампочку, так еще и отвлекают турельки, которые
стреляют вот то самое место, где эта самая суперпуля тыкнула. Да. Враг нас поджидал сзади. Но, ну, как вы видели, это все что-то снова все пошло не по плану, и снова пришлось что-то импровизировать. Дистро. So another thing about sticky cams is you can headshot enemies and it knocks them out. It looks very silly, but it works. I will re-equip two tasers here, and Lollipop is going to explain this section. Okay, so after talking to these NPCs here, there's gonna be 6 enemies we're gonna have to kill in a specific order. I'll explain why in just a second. So, shooting this guy on the right here, and then we are gonna take out these 3 enemies. There we go. Now we're gonna stun this guy because we actually want him to kill. We actually want to kill him last. So we're gonna go over to this jumpsuit enemy, kill him, and now kill the last enemy. Now the reason why we kill the jumpsuit enemy before him is because if you kill the jumpsuit enemy as last, Lambert will scream at you and Sam will be frozen. And we don't want that to happen because it's slow. And same here, we got killed by the turret here in order to skip dialogue from Lambert instead of короче говоря, сейчас мы, в принципе, были на... ну, на конце уровня. Определенным образом убили врагов, то есть 6 врагов. Самый вот последний враг, который был далеко, то есть он был в, ну, в каком-то там определенном костюме. Чтобы проскипать весь уровень, нужно убить, ну, этого врага, который вот самый дальний, предпоследним. И последним нужно убить вот врага, который, ну, скажем, бежит только к двери, а не который рядом спавнится. Соответственно, после вот этих маленьких манипуляций мы просто вбегаем в турели, и они в нас стреляют. Таким образом, мы пропускаем диалог. И становится все хорошо. Мы пропускаем уровень. Ну как пропускаем? Мы просто пропускаем диалог. Интересные охранники работают вот на этом уровне. Они не заметили, как мы прострелили, мало того, что прострелили стекло, так еще и как отстрелили лампочку. Честное слово, это симулятор убийства лампочек. Хотелось бы сказать, что ни одна лампочка не пострадала, но, к сожалению, все лампочки тут в какой-то степени пострадали. Какие-то пострадали из-за того, что... пострадали из-за того, что... Как сказать? У них была очень сильная травма, то, что они видели своих товарищей разбивающихся. А другие, ну, другие как раз и были этими товарищами. Сейчас Дистро стрелял в той части уровня, чтобы генерал подбежал к нему, на которого... ну, которого нужно было использовать на сканере сетчатки глаза. И мы бежим, в принципе, дальше спокойно себе. Абсолютно странная, вот, как Дистро говорит, бесполезная камера, которая была над дверью. По сути своей, она вроде как работает, вроде как двигается, но если она даже видит игрока, она абсолютно ничего не делает. I don't know. Anyway, I roll into this cutscene and you see a gas pump and 2 trucks and Lollipop.
Yeah, so remember this is a stealth game, right, guys? So if you Да, see ребят, gas move into помните, что trucks, I'll это let you imagine what's gonna игра, happen here. стелс-игра. Very stealthily, Distro's gonna go on this ramp here and blow up Нам everything. нужно To make sure that they don't know we're coming. And now we're gonna сделать open так, this чтобы нас hatch here абсолютно on the никто не ground, заметил на этом уровне. while this cutscene is running, so that actually the animation of opening the hatch И is поэтому playing while мы the cutscene is взрываем playing, so when the cutscene is over, два there, the hatch грузовика is open. и We'll газовую skip a few колонку, seconds here. And, потому что yeah, and we go никто down не here, будет shotgun ждать, this guy, keep что going. кто-то будет стелсить после There's another такого. god coming around the corner, and he's going to be called back into the office. I will do some dialogue skips here, so that the animation goes faster. Otherwise, I have to listen to the dialogue. Here we go. In the casual playthrough, well, he will enter some door codes. In the casual playthrough, you have to use a thermal vision to see the numbers he entered. Да, по сути своей, мы сейчас скипнули диалог охранника, который просто так вот очень тоненько намекает, на какие кнопочки нужно тыкать на кодовом замке вот этой двери. Также нужно было использовать в казуальном прохождении, чтобы пройти этот уровень, очки термоочки. Ну ладно, термоочки, не турбоочки. Чтобы видеть, какие цифры тыкнул этот самый охранник. Но так как у дистро немножко спидранит по бумажке, это намного проще, потому что код записан всего лишь так. Work your way up towards hitting this minimum to qualify for this prize. Осталось, кстати говоря, два кода. 1834 and 7921. And you will notice the door is open here, and I'm still entering the door code. The reason is because Lambert will start whining and fail the mission for some reason. I don't do that. You didn't open the door. I will casually run to this cutscene, listen to this beautiful voice, and as soon as gameplay resumes, I will have to grab Confire Room as quickly as possible. И сейчас мало того, что нужно очень быстро взять вот охранник генерала, я так понимаю. И оказывается, люди очень любят умирать с абсолютно необъяснимыми обстоятельствами, как мы видели. Это произошло только что. Что его убило, это гигантский вопрос. И сейчас мы прыгаем на последнем уровне. I negate the fall damage, but it's high enough for Sam to do the death sound from falling from too high. So that's абсолютно странную штуку сделал дистро, который сам немножко удивился, но так ладно, бывает. Сейчас, кстати, сегмент с паркуром, если что, прыгнул дистро вроде как с очень большой высоты, но вроде как пыталась проиграться анимация подбора, когда Сэм возьмет вот уступ в руки. Мощный человек. Но она не проигралась, но и урона не нанеслось. Oh, ESA Winter 2019 at $30,075. We'll be passing that. Oh, wow. Alright, over here there are a bunch of enemies. There's some snipers in the tower. Two gods here in the courtyard with two dogs. Dogs are dangerous, so I'm gonna shoot the light so they don't see me. Because if I'm in the broad daylight, in the light, and they look towards me, no matter how far they are, they will just see me. It's kind of crazy. Сейчас дистро пытается опять запрыгнуть на очередной забор, чтобы сохранить время. Okay, now we're on the fence here, and the lights are shot, so the dog should not spot me. Да, вот мы находимся в лабиринте, а мы лабиринт проходим абсолютно читерским способом, которым только нужно проходить такие лабиринты. Мы просто пропрыгали на самых верхушках его.
We pick up the one-way lockpick here because we're going to need it later. And I'm going to equip the diversion camera, which Lollipop is going to explain. So the diversion camera in this game makes noise to attract enemies, and then you can put a poisonous gas to then take care of them. So we're going to be using that throughout this level. Firstly here, this was going to put down the camera and just put up some gas and shoot the last enemy of the row because he's too far away from the gas Очень интересный to die fast enough. предмет So, нам might as well еще put him. дали. So shooting the light Это here, камера, and then shooting которая this мало other того, что helmet because this отвлекает helmet врагов, makes him так еще invincible. и стреляет And now jumping on this lamp here, very precise, вырубающим jumping газом. up to this ramp and to the Ну и, ramp. соответственно, вы видели уже, как она работает. Против 4 врагов он ее использовал спокойно себе. Which I'm going to ignore for now, but I'm going to deal with these two guys. I have only 3 ring force, I have to stun this guy and then just punch him, which will knock him out. Now I use the one-way lockpick that I picked up like 2 minutes ago, I think. And Lollipop will explain this section. So we intentionally went through the lasers here to attract an alarm. And we're gonna kill this guy, get this computer thing. And then 2 enemies are running behind us since we had the alarm. So we're just gonna use the diversion camera once again and use the poisonous gas to just take care of them quickly. Да, сейчас мы, в принципе, быстренько пробежали через лазеры, потому что стелс для казуалов, а мы очень быстрые, и у нас есть специальная камера, которая стреляет газом. Поэтому мы быстренько пробежали, привлекли внимание какого-то там охранника в кипарике, и выбежали, разобрались с остальными врагами, которые прибежали на звук и не только звук. I shoot the smokes and I hope that they run into my smoke grenades. And this is a very bad scenario. Let me see how I can handle that. Oh wow. There we go. Не получилось дистро сейчас отвлечь врагов с помощью дымовой гранаты. Они в итоге согрелись немножко на него. Okay, so something interesting about this elevator is that in the German version of the game, since the dialogue is faster, the enemies for this elevator actually start coming at you when the dialogue ends. And since the dialogue is faster, well, they come to the elevator faster. Сейчас наконец-то сказали, почему играют на немецкой версии. Немецкая версия не так уж это и не очевидно было. Она быстрее по диалогам. Но на этом уровне это более опасно, потому что в конце вот этого самого... Нет, не в конце, а на том самом лифте немножко опасно играть в этом моменте, просто из-за того, что после окончания диалога, который вот появляется в лифте, враги сразу, получается, спавнятся и сразу начинают атаковать Фишера. Поэтому, ну, опасно играть на немецкой версии на этом уровне. Да, сейчас нас немножко атаковали, нас заставили бросить пушку, точнее не бросить пушку, просто поднять ноги, оказывается. Ноги? Руки. Ну и кто-то просто выключил свет и дал нам возможность пробежать. Okay, that's a bit unfortunate. Well, he saw you. I got straight, no problem. That's why I was careful with the quick save. Anyway, there's going to be a cutscene playing here which shows Nicolas talking to the president. And I'm going to have to assassinate Nicolas from here. So after I regain movement control, I will shoot him, but first I will shoot the light so a guard will not see me. Да, сейчас достаточно скоро будет таймер. Мало того, что нам сейчас нужно быстро грохнуть Николаса, который вот, которого мы брали вот в той самой комнатке, когда спустились на лифте вниз.
There are two gods entering here, which Все-таки заметили его в этой комнате. Okay, that's a bit Но lucky. кажется, Дистро говорит, что все нормально. Время будет тогда, когда он зайдет вот в эту дверь, и время, кстати говоря. Nice. 59:09. That was Splinter Cell, Это everybody. был Splinter Cell. Alright, thank you, everyone. Thank you for watching. Thanks to ESA for having the run. Really appreciate it. I will keep the outro short. Thank you to Lollipop OMG who actually learned the speedrun to be able to commentate. Do you want to say anything, Lollipop? It was my pleasure being here. I hope you guys enjoyed the run as much as we enjoyed commentating it. You can follow me on Twitch if you want at lollipopomg. And you can follow me at twitch.tv/distrotv. Okay. Alright, enjoy the rest of Marathon. Да, это был Дистро и комментатор... Так, комментатор Lollipop. Эй, это был Splinter Cell.